Всем привет! Сегодня мы поговорим про Яндекс.Директ. Если вы пользователь Рунета и только создали свой сайт, вам нужно получить продажи здесь и сейчас. Но SEO ждать нужно месяцами. Как же это сделать в данный момент? В первую очередь настроить контекстную рекламу. А какую контекстную рекламу лучше всего выбрать? Google AdWords или Яндекс.Директ? В вашем случае, если вы работаете на рынок России, однозначно нужно начинать с Яндекс.Директ. И я расскажу почему. Раньше ходил миф, что Яндекс.Директ занимает меньше трафика, чем Google AdWords. Но все изменилось в октябре 2017 года, когда Яндекс.Директ обогнал Google AdWords по России. По Москве он начал его обгонять гораздо раньше. Также следует знать, что Google AdWords начинает уступать свою долю в рекламной выдаче по мобильным устройствам. И то есть по мобильным устройствам Яндекс.Директ тоже начинает занимать лидирующие позиции. Вдумайтесь, более 44% пользователей мобильных устройств выбирают Яндекс как поисковую систему по умолчанию. Вот тогда. Вы подумаете, что выгодно все-таки Google AdWords или Яндекс.Директ? И здесь нас удивили. В 2017 году Росстат провели исследование, куда удобнее вкладывать рекламодателям свои деньги, где они могут получить больше прибыли. И здесь проводилось исследование между теми, кто делал аналогичную кампанию в Google AdWords и в Яндекс.Директ. И сравнивали, какое количество кликов они получили за какое количество денег и какое количество продаж у них в итоге вышло. И, как оказалось, порой Яндекс.Директ побеждает в поисковой выдаче и практически всегда побеждает в RSA, в то время как контекстно-медийные сети рекламодатели просто впустую слили свои деньги. Также следует знать, что в связи с санкциями, которые были введены в Крыму, Google AdWords практически там недоступен. Поэтому единственным видом таргетинга на регион является только Яндекс.Директ. Да, в Украине Яндекс.Директ практически настроить в связи с определенными политическими движениями невозможно, но это не мешает вам настраивать таргетинг Яндекс.Директ, если вы работаете на других рынках. Вы думаете, что только в одной России? Нет, Яндекс.Директ популярен еще и в других странах. И это точно. Ярким примером вы можете настраивать Яндекс.Директ в Германии. В Германии большой трафик русскоязычных пользователей, то есть те, которые не знают немецкий язык, либо не пользуются английским поиском, но они используют русскоязычные запросы в Германии. В частности, мы настраивали для одного из наших клиентов рекламу автосервисов в Германии, и это довольно-таки оказалось успешным. Настройка рекламы в Яндекс.Директ строится из следующих шагов. Первый – это отсечь вашу целевую аудиторию. Это можно сделать при помощи ключевых слов. Ключевые слова по умолчанию изначально позволяют нам определить, кто будет искать нашу рекламу. Поэтому ключевые слова можно условно поделить по группам, по которым они будут приводить целевую аудиторию. Релевантная аудитория – это та аудитория, которая изучает ваши товары и услуги, но в данный момент не может их купить, либо не хочет. Один из способов – они могут пропиарить ваши товары, либо в будущем стать вашими покупателями. Теплая аудитория – это та аудитория, которая интересуется ценами, сравнивает предложения, но формально еще не готова к покупке. Чаще всего это если вы работаете со сферой услуг, и перед выбором вашей покупки пользователь часто выбирает и сравнивает в течение нескольких дней. Поэтому теплую аудиторию настраивать таргетинг нужно по определенным ключевым запросам. Горячая аудитория – это та аудитория, которая непосредственно собирается купить ваши товары. Это та аудитория, которая спрашивает купить, заказать, цена и так далее. Полезная информация. В зависимости от аудитории, которые вы используете, вы будете использовать разные комбинации фраз и поисковых запросов. Например, пользователи горячей аудитории чаще всего будут искать запросы, связанные с покупкой, либо интересоваться вашими характеристиками ваших товаров, что входит в комплектацию и так далее. Теплая аудитория чаще всего задает вопросы, связанные с геопривязкой, либо короткие версии запросов, либо запросы, связанные с характеристиками или отзывами. А релевантная аудитория может спрашивать так же, как и отзывы, так и спрашивать фото, картинки, обзоры и любые другие информационные запросы, которые обычно в контексте потенциального клиента не приводят. Поэтому в Яндекс.Директе очень четко нужно уметь сегментировать запросы клиентов по группам. Почему? Потому что за каждый клик вы будете платить, и может в каких-то случаях будете платить очень дорого. В ранних видео я рассказывал, как собирать ключевые слова при помощи WordStat и сегментировать их по кластеризации. Вы можете ознакомиться с нашими видео по ссылкам.
Данный фрагмент видео будет направлен полностью для новичков, и я сейчас расскажу вам, как создается компания Яндекс.Директ, какие виды компаний можно создать непосредственно в интерфейсе. Да, интерфейс стал гораздо проще и очень дружелюбным для новичков. В целом все подсказывается, трудно что-то пропустить. И я вам скажу важные элементы, на которые следует обратить внимание. Первоначально мы создадим ту самую текстовое графическое объявление, которые будут направлены на ту целевую аудиторию, которая хочет купить ваш товар, то есть так называемую горячую аудиторию. Для этого мы просто переходим в раздел текстовое графические объявления, называем компанию для удобства, так как она будет олицетворять свою цель, это поиск горячие. Если у вас множество услуг на сайте, если вы хотите конкретные услуги разделить, выделите название компании, тоже название услуги. Для удобства я рекомендую сразу прописывать регион, чтобы потом про это не забыть. И сделать временной таргетинг. Очень важно, никогда не делайте круглосуточный таргетинг. Чем больше вы выбираете показ времени вашего объявления, тем больше размазано по времени будет использование вашего бюджета. Поэтому, если вы знаете, что по Яндекс.Метрике трафик приходится в основном на так называемые счастливые часы там, с 7 утра и там до 11 вечера, выставите таргетинг исключительно в этот временной промежуток. Если вы знаете, что на выходные дни активность падает, снизьте ставки вдвое, например, для выходных дней. Если же вы знаете, что активность, например, падает ближе с 18 до 19, это время, когда люди в основном едут домой, вы можете точно так же сделать снижение стоимости ставок в это время. Это правило здесь не универсальное, поэтому в зависимости от бизнеса вам придется иногда делать и выставлять стоимость ставок выше при корректировке ставок и так далее. Следующее, на что нужно обратить внимание обязательно, это настройка бюджета и стратегии показов. Да, если вы ничего не сделаете, компания съест все ваши денежки ровно настолько, насколько вы ее настроили. Первоначально я рекомендую все-таки компанию лимитировать по бюджету и затем потихонечку бюджет увеличивать. Что здесь находится? Здесь в интерфейсе находится вид показа рекламы. Вы можете показывать рекламу везде, на всех площадках, только на поиске и только в сетях. Я сейчас немножко расскажу, что такое поиск и что такое сети. Поисковая реклама – это та самая реклама, которая отображается непосредственно в поисковой выдаче. То есть, если мы вбиваем ключевой запрос, мы видим рекламные объявления, которые занимают верх выдачи и низ выдачи. Соответственно, вот ради этого мы готовы настраивать контекстную рекламу, чтобы пользователь, вбив ключевой запрос, увидел наши цены, наши услуги и захотел у нас заказать. Соответственно, что такое сети? Сети – это сайты, которые сотрудничают с Яндексом. Они уставляют на своем сайте специальные контейнеры, в которых находятся рекламные объявления. Яндекс выбирает эти места согласно интересам пользователей, ключевым запросам пользователей и подбирает под эти ключевые запросы оптимальные площадки. Одна из самых популярных площадок, которая показывает контекстная реклама, это Авито. Да, одна из самых известных. Не забывайте, их очень много. Также еще Яндекс картинки, это соцсети, да, в них тоже есть баннер. Типичный баннер Яндекса находится вот непосредственно на сайте. Также они существуют практически на всех сторонних сайтах блогов, форумов и так далее. Вот тоже пример компаний, которые тоже висят в Яндекс.Директе и переводят трафик непосредственно на свой сайт. В чем функциональное отличие? На поиске реклама выводится в ту же секунду, как ее запросили. В то время как в сетях рекламная кампания показывается несколько дней, а то и недель тем людям, которые выполнили то или иное условие таргетинга. Например, вбили ключевой запрос или посетили ваш сайт. Либо использовали связку с вашим мобильным приложением. По-разному. Поэтому мы резюмируемся на то, что если мы сейчас настраиваем кампанию поисковую, то есть которая направлена на продажу услуг здесь и сейчас, обязательно выставляйте таргетинг только на поиски. Выставим временно дневной бюджет. Минимальный бюджет это 300 рублей в день. Вы можете выставить любой другой бюджет, но вы должны понимать, это и есть тот самый минимум. То есть, выставив бюджет, компания уже настроена непосредственно на поиск. В сетях показов не будет. И, соответственно, что такое еще стандартный режим показов? Есть так называемый, когда деньги откручиваются все сразу и когда деньги распределяются по нашему временному таргетингу равномерно. Я рекомендую использовать распределенный таргетинг для того, чтобы ваша реклама показывалась в каждое время суток более равномерно. В противном случае она быстро открутится в середине дня, если бюджет закончится и реклама работать не будет.
Также рекомендуется устанавливать объявления при неработающем сайте. Настройте себе смс-уведомления, если вдруг у вас сайт ляжет, сломается, выбьет ошибку. Самые разные могут быть. Получит DDoS-атаку. Вы вовремя остановите рекламную кампанию, остановите траты денег и затем сможете внести изменения, и компания снова запустится. Что такое визитка? Вы можете настроить непосредственно визитку для своих объявлений. Визитка нужна для того, чтобы все ваши рекламные объявления имели четкий адрес и телефон. Как это выглядит? Будучи заполнена, визитка выглядит вот так. Если вы ее заполнили, она отображается непосредственно в разделе контактной информации. Да, у вас четкий адрес, где вы находитесь непосредственно. Это не требует никаких дополнительных затрат, вам не нужно ничего делать, вы можете просто себя зарегистрировать. Что рекомендуется? Рекомендуется не указывать фиктивные адреса, указывать всю полезную информацию, которая может пригодиться пользователю, а также желательно, если вы есть в Яндекс.Справочнике, указывайте достоверно те данные, которые указаны в Яндекс.Справочнике. Это значительно увеличивает ранжирование ваших объявлений. Просто заполните всю необходимую информацию и смотрите, в момент, когда вы прописываете адрес, вы можете прописать с точностью до дома, и система автоматически определит, где это находится. Он даже может указать станцию метро, которая находится непосредственно рядом. То есть, если вам нужно указать станцию метро точно, вы можете выбрать ту самую, которая вам нужна, Маяковская. Вот она будет показываться рядышком. Соответственно, интернет-пейджер вы можете выбрать один из вариантов. Чаще всего это у нас Skype, если вы знаете Skype клиента. И подробнее о товаре и услуге. Вы можете описать четко комментарий, чем занимается клиент. И также указать его данные юридической регистрации. Следующее, на что нужно обратить внимание, это указать метрику. Да, Яндекс.Метрику нужно указывать сразу в момент создания кампании. Немножко не совсем удобно, потому что, например, в Google AdWords вам не нужно каждый раз указывать счетчик Google Аналитика, вам нужно всего лишь их связать. В Яндекс.Директе пошли немножко по другому пути. Счетчики Яндекс.Метрики можно создавать великое множество, и вы можете связывать счетчики Яндекс.Метрики, разные счетчики с разными компаниями. Для удобства, чтобы ваш счетчик работал полноценно, к вашему счетчику должен быть доступ с этой же почты. Поэтому, если вы вдруг настраиваете компанию кому-то, попросите, пожалуйста, пускай вам расшарят доступ на счетчик Яндекс.Метрики и укажите его здесь. Вставив наш счетчик, мы можем сделать функцию размечать ссылки для метрики. Это фактически добавляет каждому запросу и клик ID, тот самый ID, который вам нужен. Смотрите, когда я рекомендую ставить эту галочку. Если же вы не используете никакие сторонние сервисы для получения данных, типа Ройстат, LP-Tracker и тому подобное, для оценки качества рекламных кампаний, я рекомендую эту галочку включать. Если же вы их используете, я рекомендую эту галочку отключать и прописывать собственные UTM-метки. Как создавать UTM-метки, я вам укажу отдельно ссылочкой в описании. Есть специальный метод генерации и есть у нас, собственно, бесплатная утилита. Если вы дошли до конца и думаете, что это все. Но здесь еще есть такой некий скрытый элемент, на который следует обратить внимание. И я удивлен, что они его скрыли, потому что здесь кроются самые важные параметры. Минус фразы для всей компании. Многие могут знать, что ранее все употребляли слово такое, как минус слова. Здесь же используется минус фразы. Это имеет более глубокий смысл. Почему? Потому что здесь вписывается не только по одному слову, по которому вы отсекаете ваши рекламные кампании, но также вы можете указать некоторые фразы. Как это работает? Если вы укажете просто слово, то оно будет работать, как и ранее, минус слова. Если укажете фразу, то есть несколько слов через запятую, это значит, что показ объявления не будет происходить, если в запросе участвуют все слова из этой фразы. Но при этом, если были введены всего лишь несколько слов из фразы, то есть частичное вхождение, то объявление будет показано. То есть ярким примером, если вы впишете «как получить», как минус фразу, то по запросу «как получить загранпаспорт срочно» показа не будет. А по запросу «получить загранпаспорт» показ будет, потому что слово «как» отсутствует. Следующее, что бросается в глаза, это запрещенные площадки и внешние сети. Зачем это нужно? При настройке рекламы в контекстно-медийной сети Яндекса, точнее это рекламная сеть Яндекса RSA, вы можете заблокировать те площадки, на которых вам показы гарантированно не нужны. Одни из них это так называемые площадки универсальные. Например, если вы не хотите, чтобы ваша реклама показывалась в почтовом сервисе Яндекс, вам нужно указать непосредственно этот сервис непосредственно здесь.
Аналогично почтовый адрес Mail.ru следует заблокировать сразу же. Точно так же и Рамблер и тому подобное. Они добавляются через запятую. Ага, Mail.ru нельзя. Добавляются непосредственно через запятую. И как их можно выбрать? Проанализировать отчет по своей компании, определить, какие площадки оказались вам бесполезны и перенести непосредственно сюда. Следующее, что следует обязательно отключать, это дополнительные релевантные фразы. Если вы опытный настройщик контекстной рекламы, я рекомендую их отключать на первое время. Почему? Потому что вы рискуете тем, что сольете большое количество трафика. Но если вы настраиваете кампанию по околоцелевым запросам, и вам просто лень их всех перебирать, вы можете настроить кампанию с показом на дополнительные релевантные фразы и уменьшить просто процент расхода, допустим, до 20%. Если у вас настроены цели в метрике, вы можете непосредственно сделать оптимизацию дополнительных релевантных фраз на конверсии. Следующее, на что можно обратить внимание, это запрещение показов по IP-адресам. Да, есть такой элемент, который все называют как скликивание. Есть такие нехорошие люди, которые занимаются тем, что активно скликивают рекламные кампании. Также нужно закрывать иногда доступ к показу рекламных кампаний для собственных сотрудников. Да, иногда они могут ошибочно, то есть большие компании могут ошибочно нажимать на баннера, так как они регулярно задают поисковые запросы и могут периодически случайно кликать на вашу рекламу, даже банально в баннерах. Да, такое тоже имеет место быть, поэтому вы просто вносите те IP-адреса, которые вы считаете, что вас скликивают, перегоняют вам ненужный трафик. То есть это можно отследить уже непосредственно из Google аналитики. Вам может дать такую статистику по IP-адресам программист. И до 25 адресов вы можете заблокировать. Еще следует обратить внимание, отключить постановки части текста в заголовок. Если ваши объявления слишком длинные, иногда часть описание может попасть вместо второго заголовка. У Яндекс.Директа, как и у Google AdWords, есть два заголовка. Заголовок 1 и заголовок 2. Ранее, когда заголовок 2 считался нерелевантным, то вместо заголовка 2 подставлялась часть описания, и объявление выглядело немного короче. Я рекомендую отключать постановку части тела в заголовок, если вы прописали уникальный заголовок 1 и заголовок 2 и хотите, чтобы они показывались в том виде, как оно есть. И есть одна такая галочка, называется «Добавить компанию в самые важные». Что это такое? Если по факту вы используете это разделение, то она, во-первых, никогда не упадет в архив, она всегда будет отображаться сверху. То есть если у вас огромное количество компаний и вам нужно выделять те, которые являются действительно важными, ставьте галочку, и она никуда не пропадет. Ее вы сможете с легкостью отфильтровать через фильтр Яндекс.Директа. Переходим далее. В следующем интерфейсе мы видим простой способ сразу создания групп объявлений и прописывания непосредственно к ним объявлений. По каждому пункту я расскажу, как он работает. Здесь название группы. Нам нужно прописать нашу группу объявлений. Для удобства группы объявлений я идентифицирую как по основному высокотрафиковому ключу, чтобы их было легко искать. Например, у нас есть наши ключи, которые мы собрали для нашей компании. Рассортировали их по группам. В общем, у нас есть, условно говоря, группки, и их нужно создать. Создаем первую группу, например, срочный выкуп BMW. Мы выбираем, какой будет тип объявления. Обратите внимание, если вы выберете мобильное объявление, значит ваша компания будет показываться в первую очередь, если с такими объявлениями, будет показываться только на мобильных устройствах. Поэтому, если вы хотите показываться и на мобильных устройствах, и на компьютерах, поэтому эту галочку не рекомендуется ставить. Текстово-графический и графический отличается тем, что в текстово-графическом объявлении вы прописываете заголовок, все как положено, ставите ссылку. В графическом объявлении вы просто добавляете картинку в нужных разрешениях. Мы пока создадим простое текстово-графическое объявление, потому что оно будет таргетировано у нас на поиск. Как мы создаем заголовок? Я рассказывал в предыдущих видео, как правильно создавать заголовки. В первую очередь они должны отображать наиболее ваше трафиковое слово. Все с большой буквы. Заголовок 2 должен привлекать внимание и говорить кратко о вашей фирме, чем вы занимаетесь. Например, вы можете написать ваше уникальное торговое предложение, потому что оно будет отображаться сразу после первого заголовка через тире. Текстом объявления я рекомендую также перечислять ваши уникальные торговые преимущества. Если вы не знаете какие, просто зайдите в Яндекс.Директ и выберите оптимальные варианты. Например, мы вставим этот текст. Обратите внимание, точки не считаются за знаки препинания. Я могу сейчас добавлять точку, и она за знак за препинание не считается. Даже троеточие, восклицательные знаки за знак препинания не считаются. Поэтому, когда вы составляете объявление в Excel, есть очень высокая вероятность, что в Excel ваши значения могут превышать лимитированное значение, но в то время как в Директе это считается нормальным. Если вы будете переносить в AdWords, учтите, что в AdWords, например, точка считается за знак.
Ссылка на сайт. Здесь вставляете вашу ссылку обязательно с UTM-меткой, если вы делаете таргетинг непосредственно на сторонние сервисы отслеживания. Или, например, вы хотите отслеживать одну и ту же компанию, которая идет в Google AdWords и Яндекс.Директе, но просто размноженная, находится два варианта. Поэтому в вашем случае рекомендуется сюда вставлять сразу ссылку с UTM-меткой. При успешной вставке ссылки система распознает параметр и напишет. Обратите внимание, чтобы ваша ссылка при клике затем открывалась. Что такое отображаемая ссылка? Это то, что отображается непосредственно в объявлении. Изображение. Я рекомендую использовать изображения в компаниях, которые направлены на рекламу в сетях, так как в поиске изображения не работают. Поэтому этот момент вы можете проигнорировать. Быстрые ссылки. То, что я рекомендую заполнять в первую очередь, как только вы создаете компанию. Многие заполняют быстрые ссылки очень просто. Прописывают текст, вставляют ссылку, прописывают текст, вставляют ссылку, прописывают текст, вставляют ссылку. Если же у вас лендинг, вы думаете, что вы не сможете сделать ссылки. Как бы не так, вы можете с легкостью сделать ссылку, непосредственно прописав якорь для ее уникализации. Раз, два, три, четыре. В данном случае якорь будет все равно работать как ссылка на главную страницу, тем самым вы получите дополнительный трафик. Какие можно написать описания быстрых ссылок для лендинга? Это ваша дополнительная возможность прописать дальше ваше УТП. В случае, если же вы хотите расширить ваше описание к ссылкам, вы можете добавить описание быстрых ссылок и прописать их. Здесь написать любой текст, который вы считаете нужным для того, чтобы описать конкретную услугу, конкретное свойство, конкретную страницу. Зачем это нужно? Если ваше объявление показывается на первых местах и по брендовым запросам, отображаются описания быстрых ссылок. То есть, если же вы продвигаетесь по брендовым запросам, то есть вы достаточно известны и вы хотите еще дополнительно собирать трафик, вы с легкостью по основному запросу можете создать такого рода объявление, в котором не просто прописать услуги, а расписать их детально. И такие быстрые ссылки будут работать гораздо качественнее. Например, если вы их полностью пропишете, они будут отображаться на поисковой выдаче вот так. Также при составлении объявлений вы увидите, что есть такой раздел «Уточнения». Уточнения – это некие разделы, которые отображаются под непосредственно вашим объявлением. Например, мы можем выбрать один из вариантов, и наше объявление будет содержать уточнения. То есть вот они отображаются сразу непосредственно под вашим текстом. Можно выбрать до 4 уточнений. Если вы прописали уточнения и быстрые ссылки, ваше объявление выглядит вот так. И вы можете посмотреть, как оно выглядит на мобильной выдаче, непосредственно в окошке превью. Навигационный ответ срабатывает при условии, чаще всего, если вы попадаете по геовыдаче, либо если вы отображаетесь в спецразмещении по навигационным запросам. На этом не все, нужно обязательно еще прописывать адрес и телефон. Адрес и телефон прописываются в первую очередь из виртуальной визитки. Если вы прописали виртуальную визитку непосредственно при создании компании, она будет подтягиваться автоматически. Если же нет, ее каждый раз придется делать вручную. В данном случае я покажу, как она будет создана вручную и покажу, как она работает. Например, введя город, непосредственно номер телефона, введя название фирмы, введя время работы, вам система предложит ввести также адрес. При вводе адреса, например, он предложит непосредственно расположение его вручную. Более того, система предложит сразу оптимальную станцию метро. Здесь мы прописываем нашу почту и какой интернет-пейджер, и самое главное, какие данные там, реквизитов вашего бизнеса. После этого визитка сохраняется и применяется для всех последующих групп объявлений. Здесь же мы вставляем непосредственно наши ключевые слова. Яндекс.Директ любезно предложит вам ключевые слова вставить автоматически. Смотрите, если же вы хотите собрать семантику вручную, методом пересечения вы можете с легкостью воспользоваться удобным сервисом. Вы можете с легкостью их методом галочки отметить и добавить в вашу компанию, особо не напрягаясь. То есть это делается очень быстро, непосредственно через интерфейс Яндекса. Вы можете также использовать такую услугу, как автотаргетинг, но я не рекомендую ее использовать для лендингов по одной простой причине. Обычно на лендинге смешанный контент, и система не может его четко распознать. Автотаргетинг удобно использовать для товарных страниц, где, условно говоря, вам нужно таргетироваться на название товара, и вам трудно подбирать постоянно семантику. Методом автотаргетинга удобно создавать кампании на
страницы, которые обычно продвинуты хорошо по какому-то одному узкому ключевому запросу. Также вы можете с легкостью добавлять минус-слова на конкретную группу. Ретаргетинг и подбор аудитории. Вы можете делать таргетинг, помимо основного вида таргетинга на ключевые слова, также делать и ремаркетинг. Единственное, что в поиске ремаркетинг позволяет настраивать всего лишь как подбор аудитории, а не на таргетирование на показ объявлений. Регионы показа для каждой группы объявлений вы можете задавать отдельно. В отличие от Google Ads, вы можете с легкостью записать каждую группу объявлений на разный регион. Здесь же проставляется оптимальная стоимость за клик. Если вы ставите больше, чем 300 рублей, система подкрасит этот клик как красным, условно говоря, что вы выбрали слишком высокую ставку. Но вы знаете, что некоторые клики могут стоить очень дорого. Корректировки ставок можно задавать на уровне групп объявлений, как я изначально рассказывал. Здесь вы можете прописать любые варианты из классического интерфейса. Вы можете сделать таргетинг на конкретную целевую аудиторию, например, для пользователей ремаркетинга, поднять стоимость ставки, например. Также вы можете сделать таргетинг на мобильные устройства, для мобилок, условно говоря, тоже поднять ставку, почему бы и нет. И, допустим, для пола и возраста вы знаете, что ваша целевая аудитория находится от 25-34 и, допустим, находится в взрослом сегменте, вы можете для них спокойно повысить ставку. Если вы знаете, что вся аудитория, которая младше, да, то вам надо уменьшить для молодой аудитории, допустим, вообще на 50%. После этого можете сохранять свои результаты. В итоге вы увидите созданную вашу группу объявлений, добавленные ключевые слова, установленные ставки. И система вам, собственно, скажет по поводу ставок, какая сейчас оптимальная ставка на сейчас по прогнозу, какой оптимальный объем трафика при какой стоимости ставки, например, если мы назначим для получения 80% трафика, но не больше 300 рублей, система предложит оптимальное значение ставок и какой прогнозируемый трафик мы по ним получим. То есть, если нам нужно получать всего лишь 65% трафика, система предложит следующие ставки для этих ключевых слов. Я рекомендую первые несколько недель крутиться по высоким ставкам для одной единственной причины. Вы должны собирать хороший CTR по ключевым словам. Если вы уже, условно говоря, вышли на рынок и собираетесь конкурировать с вашими конкурентами, вы должны в первую очередь себя зарекомендовать как того конкурента, который вышел на рынок твердо, болтается не в гарантии, а занимает спецразмещение и отбирает аудиторию у ваших конкурентов. Поэтому в некотором случае ставки могут быть дорогими. Вторая особенность заключается в том, что как только вы выкладываете свою компанию, ставки потом со временем могут упасть. Помните, что в Яндекс.Директе можно использовать также типы соответствия ключевых слов. Это очень важно, если вы хотите использовать фразу в коротком виде, но чтобы не было использовано ни одного информационного запроса в хвосте. Для этого нужно знать, как работают операторы соответствия в Яндекс.Директ. Их не так много, и их стоит запомнить. А теперь самое интересное. Типичный оператор, который используют все, это восклицательный знак. Он фиксирует словоформу, не давая права ее склонять. В частности, если вы будете настраивать рекламу с использованием города Киев, я рекомендую Киев обязательно использовать с восклицательным знаком, потому что есть синоним этого слова, вернее, амоним этого слова называется Кий. Следующий оператор, на который следует обратить внимание, это кавычки. Слово, взятое в кавычки, используется исключительно в точном соответствии, без каких-либо изменений. Если вы использовали ключевую фразу в Яндекс.Директе, взяв ее в кавычки, вы будете использовать только ее и никакие другие. Очень важно, если вы хотите использовать запросы iPhone купить и купить iPhone, вам нужно использовать это слово дважды и каждую фразу взять в кавычки. Купить iPhone и iPhone купить. Если вам нужно использовать неразрывную комбинацию, то есть фразу, я рекомендую использовать оператором квадратные скобки. Фраза, взятая в квадратные скобки, не может быть переставлена никак иначе, как вы ее указали. Следующий важный знак, который нужно знать каждому настройщику Яндекс.Директ, это модификатор предлогов. Да, в Яндекс.Директе, если вы использовали ключевое слово и использовали предлог, предлог будет игнорироваться в Яндекс.Директе только в том случае, если вы не поставите перед ним модификатор плюс. Мы рекомендуем все предлоги в, на, под,
С использовать со знаками плюс, так как эти ключевые слова имеют смысл использовать только в этой комбинации. Иногда отсутствие предлога может сильно изменить смысл. В частности, предлог без может испортить вашу контекстную рекламу. Люблю науку. А теперь, собственно, о науке. Давайте пересмотрим, как можно изменить тип соответствия для наших ключевых слов. Например, нам нужно использовать оператор плюс для того, чтобы наши предлоги использовать в обязательном запросе. Поэтому мы к предлогам добавляем непосредственно значок плюс. У нас дальше они практически везде стоят. Следующим наша задача сделать точный порядок слов. Если нам нужно сделать так, чтобы выкуп авто и автовыкуп были в фиксированном порядке, мы используем квадратные скобки. Если же нам нужно использовать точное соответствие, мы используем кавычки. И в таком формате наши слова используются исключительно в том соответствии, как мы их задали. Те появляющиеся слова со словом минус, это и есть переминусовка Яндекса, которая делается автоматически при добавлении слов. В данном случае нам она не нужна, и мы стараемся от нее избежать, таким образом добавив к словам точное соответствие. В итоге, сохранив результат, мы увидим, как фразы изменились. Второй способ изменить тип соответствия, не заходя в редактирование группы, это непосредственно нажав на значок карандаш. Вы можете уточнить фразу, посмотреть, какой в среднем трафик в месяц, а также уточнить объявления конкурентов. Это очень удобно, посмотреть сразу, какие объявления делают конкуренты, какое объявление сделали вы. Заодно можете сравнить варианты того объявления, которое у вас есть, и с объявлением, которое показывает ваш конкурент. И третье, к чему я бы порекомендовал перейти, это добавление нескольких групп объявлений. Так как вы видите, что у нас в группе объявлений используется несколько фраз, я рекомендую всегда добавлять несколько объявлений. Они могут отличаться между собой различными заголовками, различными текстами. Благо, визитку повторно добавлять не нужно, она подставляется автоматически. Просто скопируйте ваши тексты. Быстрые ссылки, единственное, что приходится добавлять каждый раз вручную, если делать через веб-интерфейс. Например, мы создадим следующее объявление, которым будет отличаться всего лишь только заголовок 1, который будет адаптирован под запрос. При сохранении результата мы можем посмотреть наши два созданных объявления, как они будут выглядеть на поиске. Что в целом уже мы захватили всего лишь в одной группе объявлений сразу все ключевые слова, которые у нас существуют. И еще важное по поводу стоимости ставок. Если вы меняете тип соответствия, меняется также и ставка. Не исключено, что добавление низкочастотной фразы из широкого соответствия в точное соответствие сильно сужает трафик и иногда может повлечь к снижению стоимости клика. Но я еще раз говорю, иногда. Если запрос вполне конкурентоспособный и продающий, в точном соответствии он может стоить в разы, а то и в десятки раз дороже, чем аналогичный запрос в широком соответствии. Почему? Да потому что ваши конкуренты давным-давно уже обосновались на этой фразе и активно завышают стоимости ставок. Многие настройщики Яндекс.Директ также забывают про такой важный факт, как кластеризация. С недавних пор, как Яндекс.Директ ввел статус «мало показов», ваши рекламные объявления могут работать некачественно. Каждый день в Директ загружаются, тысячи, миллионы объявлений, и они генерируются по-разному. Кто-то собирает просто большое количество ключевых запросов, кто-то автоматически загружает объявления из своих товарных приложений, фидов и так далее. Объявлений становится все больше, но, как мы посмотрели сейчас, в целом на все баннеры, которые загружены, примерно половина из них не показывается вообще или показывается крайне редко. И, соответственно, это не приносит пользы ни рекламодателям, ни нам. Вы не получаете ни показов, ни, соответственно, переходов и дальнейших конверсий на своем сайте. А для нас это нагрузка на наши серверные машины, поэтому мы показываем вам, что вот сейчас эта компания не получит у вас показов. То есть, по факту, статус просто показал то, что и было до этого. Просто сейчас это видно в интерфейсе. Поэтому рекомендуется объединять ключевые слова в группы по смыслу. Мы рекомендуем для этого использовать наш кластеризатор, но также следует знать про важный фактор кластеризации. Ваша группа должна иметь минимум 100 показов в месяц. И еще раз, про мало показов. Что это такое? Это не приговор, как мы сказали, это сигнал вам для того, чтобы переработать свою кампанию. Как получалось раньше, рекламодатели
как-то собирали свои рекламные кампании. Возможно, платили там деньги, условно, там, за 50 тысяч ключевых запросов или сбор там, семантики по конкретному товарному предложению. Затем эти кампании загружались, для них писались тексты, объявления и все остальное. Затем приобреталась система для управления ставками этими кампаниями. Затем их нужно было анализировать, и это дополнительная какая-то система, возможно, либо какие-то сотрудники, и затем перерабатывать снова. И на это тратилось большое количество ресурсов как раз-таки рекламодателей. И часто, бывало так, что многие забывали смотреть, что по запросам, в принципе, да, показов не было, и оставляли их, но и недополучали, соответственно, трафика. И эти запросы там плохо работали. И сейчас мы вам даем эту подсказку для того, чтобы вы обратили, и как-то сэкономили вот свои ресурсы, либо денежные средства на как раз-таки, чтобы не работать вот так с семантикой, чтобы просто не загружать ее. Умеете, могете просто. Вы можете сказать, то что же тогда делать с сезонностью, если у меня сейчас в данный момент сезонность низкая? Вы используете статистику по показам за год. Для этого можно воспользоваться кластеризатором и кей-коллектором. В кей-коллекторе по всем вашим фразам соберите годовую статистику и кластеризуйте ее по логике 1200 запросов в группе. Все-таки, если вы получили статус мало показов, даже если вы сделали кластеризацию, я рекомендую воспользоваться нашими 5 советами, которые мы собрали за годы опыта. Используйте более широкие типы соответствия. Если у вас использовалось фразовое соответствие или точное, замените его на широкое. Исключайте многословные запросы. В Яндекс.Директ нельзя запихнуть слова длиной в 7 слов. Используйте более широкие запросы. Если вы используете точное соответствие и фразовое соответствие и получили статус мало показов, я рекомендую отказаться от этих фраз и заменить их на широкое соответствие. Исключайте многословные запросы. Вы не можете использовать в Яндекс.Директе более 7-словные запросы, поэтому убирайте ненужные слова, которые могут вам только помешать. Чаще всего это слова, связанные с названиями моделей, номеров характеристик, артикулы и так далее. Они могут быть вам не нужные. Используйте более простые синонимы. Самый простой способ найти синонимы – это воспользоваться вкладкой WordStat, синяя колонка. Вбейте ваш основной поисковый запрос и посмотрите, как еще ищут потребители. Иногда перекрестная минусовка, об этом я расскажу далее, может вам сослужить плохую службу. Поэтому отключайте перекрестную минусовку в тех случаях, если она дает статус мало показов. Также я рекомендую объединять однотипные группы в одну группу. Если у вас объявления все ведут на одну целевую страницу, все группы со статусом мало показов можно слить воедино. Текстово-графические объявления присутствуют на следующих площадках. В первую очередь это поисковая выдача Яндекс. Вы можете увидеть, что объявления текстово-графические занимают более 70% экранного места. Это очень важный фактор, который вам нужно учесть при составлении ваших контекстных рекламных объявлений. Второй вид рекламы текстово-графических объявлений, который используется в Яндекс.Директе, это рекламная сеть Яндекса, или сокращенно RSA. Данные объявления присутствуют не в привычных местах поисковой выдачи, а расположены на сайтах-партнерах. И это те самые баннеры, которые вы видите сбоку, сверху, снизу, в середине контента, которые обычно ведут на те страницы, которыми вы интересовались. Вы могли задавать поисковые запросы по этой тематике, либо посещать сайты по этой тематике, и таким образом реклама будет вас преследовать. Важно знать особенности механики разных видов кампаний. Поисковая кампания работает по принципу «здесь и сейчас». Вы спросили, получили результат. Коэффициент показа вашей рекламы зависит от вашей ставки, качества вашего объявления и качества целевой страницы и качества ключевого слова. В то время как рекламная сеть Яндекса работает совсем иначе. И она работает по принципу: вы спросили, либо посетили сайты по этой тематике, которые связаны с вашими ключевыми словами, либо условиями таргетинга, и вас преследует реклама согласно этих настроек. Количество показов вашей рекламы будет пропорционально ставкам, которые вы выставили на 1000 показов. Если вы думаете, что это сложно, я рекомендую посмотреть мое видео, где я рассказываю, как рассчитывается стоимость контекстной рекламы в Google AdWords и в Яндекс.Директ, про аукционный принцип и как идет взаиморасчет по 1000 показов и по одному клику. Теперь немножко расскажу вам про кампании в рекламной сети Яндекса. На самом деле в рекламной сети Яндекса можно настроить два вида рекламы с недавнего момента обновления. Первое – это классические текстово-графические объявления, в которых мы всего лишь поменяем стратегию.
И второе, это медийная компания, которая кардинально отличается от того, что вы, возможно, слышали. Поэтому перейдем первоначально к текстово-графической компании. В первую очередь, в текстово-графической компании вы указываете все в точь-в-точь, как изначально вы делали для поисковой компании. Единственное но, при прописывании стратегии вы указываете стратегию только в сетях. Прописывайте свой бюджет, который вам нужен непосредственно в сетях, в зависимости от типа стратегии, на которую вы нацелились. На клики, на конверсии или на возврат инвестиций. Например, выставим 300 рублей стандартный бюджет. Здесь также вы прописываете все точь-в-точь, как вы делали изначально для другого вида компаний. Рекламные объявления RSA в первую очередь рекомендуется создавать как текстово-графические с изображением непосредственно, либо добавлением видео дополнения, либо так называемые графические. И здесь Яндекс дает вам два варианта составления изображений. Вы можете загрузить свою собственную гифку или свою собственную картинку, фиксированное разрешение, которое вы создали, прямо непосредственно в интерфейс. Например, мы загрузим одно из изображений. Мы можем загрузить таким образом еще до 49 графических объявлений в эту группу. Как и говорил, мы можем использовать автотаргетинг на сайт, который мы здесь пропишем. Также мы можем использовать таргетинг типично на ключевые слова. И еще мы можем использовать ретаргетинг и подбор аудиторий. Соответственно, на ту аудиторию, которую мы собрали. Например, сегменты с цели Яндекс.Метрики, сегменты аудитории Яндекс.Метрики и так далее. И аудитории, которые мы собрали при помощи списка e-mail, идентификаторов мобильных приложений. Также мы можем сделать другой вид объявлений, и сейчас мы его создадим. И создадим другой вид графических объявлений, так называемые креативы. Про них я расскажу немножко дальше, но сейчас я расскажу, как они создаются. Вы можете собрать новые креативы, выбрать идеи через конструктор, либо из ранее созданных. Мы создадим сейчас новые по шаблону, которые можно использовать в RSA. Смотрите, система предлагает стандартные креативы, которые вы можете использовать. Вы можете использовать также идеи вашего креатива на основе вашего сайта. Единственная особенность, он не всегда качественно подбирает картинку, поэтому придется делать многие вещи вручную. Соответственно, подбирать картинку, чтобы она симпатично смотрелась, фон, цвет и так далее, и цвет кнопочки. Я рекомендую использовать стандартные шаблоны и создавать на основе ту картинку, которую вы хотите настроить. Здесь же мы настраиваем изображение заднего фона, выбираем цвета, текст и также прописываем логотип. После вставки изображения система предложит кадрировать вашу картинку, которую вы прислали, для тех или иных размеров. Да, есть такой нюанс, что ваша картинка, которую вы выбрали, возможно, красиво не поместится, поэтому придется в ручном режиме определять, какие у нее будут грани. Поэтому я рекомендую чаще всего загружать ту картинку, которая будет достаточно большой, чтобы она поместилась на ваш баннер. В этом плане нужно будет учитывать, что все размеры вы освоить не сможете. Но вы можете вполне закачать под каждый баннер свою картинку, и она будет кадрирована равномерно. После обрезки вы увидите, как выглядит ваше объявление для вашей контекстной рекламы. Как вы видите, что тематика изображений обычно должна хорошо соотноситься с тем, что вы рекламируете, поэтому будьте внимательны, чтобы на всех разрешениях было понятно вообще, что вы продаете. После этого мы переходим к другим частям, как добавление текста объявления и логотипа. Да, логотип можно в случае креативов не вшивать, как мы это вшиваем при графических объявлениях, а загрузить отдельно. Есть одна особенность. При загрузке логотипа будьте внимательны, что вы загружаете объявления, то есть изображения, которые не имеют никакого фона. Иначе вы будете видеть вот такую уродливую картинку. Для этого я рекомендую создавать все изображения для логотипов в PNG с прозрачным задним фоном непосредственно в Photoshop. Вы можете добавить то изображение, которое используется у вас на сайте, также непосредственно по ссылке. При добавлении изображение также может быть загружено помимо классической загрузки. Если вы видите, что ваше изображение слишком серое и некрасивое, я рекомендую пересмотреть основное изображение. Но мы идем дальше. Здесь мы заполняем все, что нам нужно. Тексты, домен сайта. Здесь мы можем написать как угодно домен сайта, это не ссылка. Заголовок у нас находится в разделе «Основной текст». Дополнительный текст находится как описание, поэтому здесь мы вписываем наш основной ключ.
И делаем так, чтобы он смотрелся достаточно симпатично. Мы можем использовать любые виды цвета, но смотрите, чтобы он соотносился с вашим изображением. Хорошо контрастируйте и выбирайте те варианты шрифтов, которые вам больше всего подходят. Также вы можете менять текст, который здесь вам виден, противопоказания, соответственно, свяжитесь с врачом и тому подобное. Например, возрастное ограничение, предупреждение можно убрать, либо написать свое собственное. И прописать юридическую информацию про рекламодателя до 700 символов. Это то, которое отображается непосредственно при наведении на ваше объявление. При нажатии выбора галочек нужных разрешений будут созданы те объявления, которые вы выбрали. То есть, если вам нужно только определенные форматы креативов создать с этим изображением, вы убираете и ставите галочки там, где вам нужно. Мы сейчас создадим всего лишь парочку объявлений, чтобы не плодить их огромное количество. Вот всего 3 объявления мы сейчас создадим. Затем, для того, чтобы добавить наши креативы, мы их выбираем и добавляем выбранные. И здесь очень важно, для всех креативов автоматически создается ссылка. То есть мы для удобства всем объявлениям, которые находятся в одной группе, прописываем ту посадочную страничку, куда они будут вести. И, соответственно, вот они и получились. Мы можем с легкостью просмотреть созданный нами креатив, как он выглядит, как он работает и как он появляется. Теперь перейдем к настройке непосредственно медийной кампании, которая появилась сравнительно недавно, буквально несколько месяцев назад на момент записи видео. Медийная кампания в Яндекс.Директ отличается тем, что здесь мы уже платим непосредственно за показы. Да, тогда как мы здесь платили исключительно за клики, здесь же происходит оплата за показы. И здесь немножко отличаются настройки стратегий. Из ключевых отличий, которые мы увидим, здесь всего лишь 2 стратегии по таргетингу в медийной сети. Точнее 3. Есть ручное управление ставками, здесь все просто. Мы прописываем бюджет и говорим, какой тип распределения наших показов. И есть автоматические стратегии. Первая – это максимум кликов по минимальной цене. Здесь мы просто показываемся максимально, пока позволяет конкуренция, даже тем, кто видел нашу рекламу много раз. В частности, если нам нужно таргетироваться по ремаркетингу, это оптимальный вариант. Если же мы привлекаем новую аудиторию, я бы сконцентрировался исключительно на снижении цены повторных показов. Здесь в чем нюанс? Мы каждый раз платим все меньше и меньше, точнее показываем все реже и реже той аудиторию, которая нашу рекламу не видела. То есть, кому это будет выгодно, собственно, в случае брендинга. Если нам нужно напоминать целевой аудитории, что мы выпустили новый продукт, мы пускаем акцию, она показывается все чаще новому пользователю и все реже тому пользователю, который нашу рекламу уже видел. Здесь же мы настраиваем стоимость 1000 показов, то есть наша стоимость в рублях за 1000 показов выставляется здесь. Условно говоря, мы видим здесь некое зеленое, это значит достаточно, желтое это значит граничное, красное это значит слишком низкая стоимость для выбранного региона. При выборе других регионов возможно изменение показателей. То есть если мы выберем регион, в частности Москву и область, регионы могут измениться. Из нововведений, которые следует обратить внимание, это ограничение частоты показов. Мы можем сделать четкий лимит, допустим, всего лишь 30 показов пользователю за 7 дней. То есть, если нам нужно, чтобы один пользователь видел не больше 30 раз наше объявление, мы выставляем этот таргетинг, что очень сильно упрощает настройку для, допустим, показа нашего объявления новой аудитории. Переходим непосредственно к настройке групп объявлений. Сразу бросается в глаза, что у нас здесь есть изменения. Здесь мы можем исключительно делать таргетинг по креативам, то есть мы можем создавать креативы по шаблону, как в предыдущих настройках, либо загружать креативы, либо выбрать из ранее загруженных, что мы, собственно, сейчас и сделаем. После добавления креативов мы увидим, что у каждого объявления появились новые поля, которые можно изменять. Так, появилось такое, как пиксель Яндекс.Аудитории и счетчик показов. Кратко, что такое счетчик показов? Это если вы используете такие сторонние сервисы, как от Fox NS и Gemius, вы можете настроить свой собственный счетчик показов. И теперь перейдем к пикселю Яндекс.Аудитории. Это новая
нововведение, которое появилось в Яндекс.Директе. И я расскажу вам, что это. При заходе в сервис Яндекс Аудитории, он доступен среди этого списка, собственно, находится здесь. Вы можете увидеть, что есть сегменты Яндекс Аудитории и пиксели, которые вы можете создать. Создадим наш первый Яндекс Пиксель. Назовем его баннер. Вот, собственно, наш код пикселя, он уже готов. Мы его скопировали и вставляем в наши объявления. Теперь мы в случае захода Яндекс Аудитории мы будем видеть охват нашего пикселя, какую аудиторию, собственно, он уже успел охватить. Это очень полезно, мы сможем потом на основе показа наших объявлений делать конкретную таргетированную рекламу. Да, на пиксель можно настроить непосредственно таргетинг. Как я говорил, мы можем делать таргетинг на Яндекс.Метрику и на Яндекс Аудитории. Мы можем создать собственный сегмент Яндекс Аудитории. Да, теперь аудитории, на которые вы делаете таргетинг, называются сегменты. Точь-в-точь, как вы сегментируете аудиторию в классическом маркетинге. Создадим наш сегмент из пикселя. Для этого выберем наш пиксель, назовем этот сегмент «Те, кто видели баннер». И, условно говоря, видел пиксель, условно говоря, более 2 раз. Все, сегмент создан, он будет обрабатываться, и фактически на эту аудиторию мы можем непосредственно заказывать таргетинг. Есть одна особенность, когда вы настраиваете таргетинг. Вы должны настраивать Яндекс Аудиторию на своем основном аккаунте, а если вы делаете таргетинг при помощи представителя, например, при помощи агентства и тому подобного, на эти сегменты вы предоставляете доступ. Доступ предоставляется непосредственно в этом меню. Вы нажимаете «Настроить доступ» и прописываете тот логин, кому нужно выдать доступ для настройки. То есть, если у человека нет доступа к этому сегменту, вы не сможете его потом настроить. Поэтому это очень важно, сегменты выдавать вашим рекламным менеджерам, чтобы они могли это сделать. Собственно, при настройке таргетинга вы указываете те условия, на которых вы будете таргетировать свою аудиторию. Соответственно, если же вы будете настраивать таргетинг на посетителей вашего сайта, на те, которые посещают отдельные страницы вашего сайта, выполняют определенные условия, например, оформляют заявку, на них будет настраиваться непосредственно таргетинг. Сейчас покажу, как настраивается таргетинг непосредственно в Яндекс медийной рекламе. Здесь вы видите то количество пользователей, на которые таргетирована ваша реклама при помощи ваших геонастроек. При этом, если вы производите сужение, вы видите, как количество резко сокращается. Вы описываете свой социальный портрет вашего клиента, по поводу того, кто он может быть, какие у него могут быть интересы, то есть есть ли у него дети, то есть есть ли он в браке, то есть какая у него профессия, то есть, надеюсь, это не таксист, вам точно таксисты не нужны, то есть, собственно, те люди, которые вам настроить нужно таргетинг и так далее и тому подобное. То есть можете сделать полноценный таргетинг по профессиям и таким образом настроить рекламу на них, что очень сильно упрощает работу. Также вы можете прописать конкретные интересы этой аудитории по вашему бизнесу. Но здесь очень важно, вы должны прекрасно отдавать отчет той аудитории, на которую вы делаете таргетинг. В противном случае вы рискуете слишком либо сузить, либо слишком расширить вашу воронку. Для того, чтобы использовать таргетинг по интересам, я все-таки рекомендую проводить маркетинговые исследования своего бизнеса. Почему? Потому что здесь по факту вы ловите ту самую холодную аудиторию, на которую вы таргетируете собственные рекламные предложения. Да, если в поисковой кампании показал тому, кто спросил, то здесь вы показываете тому, кто даже еще не пытался спрашивать, но вы пытались предугадать. Если же вы хотите провести АБ-тест для разных видов аудиторий, я рекомендую, когда вы сохраните свои результаты таргетинга, сделать копию группы объявлений и в другой копии группы объявлений непосредственно прописать другие условия настроек. В общем, если вы не будете проводить эксперименты, не будете оценивать, какая целевая аудитория в вашем бизнесе приносит больше заявок, какая целевая аудитория работает лучше кликается, то вы никогда не прощупаете свой рынок. Более того, я скажу, не существует фактически уникального рецепта
по настройке рекламы Яндекс.Директ. Здесь все абсолютно уникально. Здесь нужно все прорабатывать и проводить собственные тесты, потому что комбинация целевая аудитория, объявление, время, когда вы ее показываете, имеют абсолютно разные результаты. Следующий фактор, который нужно знать при настройке Яндекс.Директ, это минус слова. Минус слова в Яндекс.Директе используются в двух видах соответствия: в точном и в общем. В точном соответствии фразу минус словах нужно брать в кавычки. Значит, она будет использоваться только в том виде, в котором вы ее использовали. Минус слова в общем соответствии используется как есть, и оно склоняется, как вам удобно. Если вам нужно зафиксировать словоформу вашего ключевого слова, вам рекомендуется использовать восклицательный знак. С недавних пор в Яндекс.Директ появились минус-фразы. Они ставятся на отдельную группу объявлений, и вы можете прописать минус-фразы, которые вам нужно исключить из общей кампании. Это очень удобно, потому что есть некоторые фразы, которые просто вам не нужны, но при этом вам нужны все остальные фразы из вашего ключевого слова. Что важно знать при настройке текстово-графических объявлений? В первую очередь это временной таргетинг. Ваши показы зависят от того, насколько часто вы показываетесь. Часто меня клиенты спрашивают, а что если я выставлю весь временной таргетинг, либо поставлю конкретные часы? Запомните, ваш бюджет распределяется согласно часам показа вашей рекламы. Каждый шаг это 1 час. Минимальный шаг прогноза вашей ставки это 15 минут. И если вы проставили, что ваша компания будет показываться в течение 24 часов, условно говоря, у вас 24 шага, когда рассчитывается ваша реклама. Если вы поставите показ рекламы всего лишь 7 часов рекламного времени, то оно будет учитывать, распределять ваш бюджет по этим 7 часам. Поэтому если у вас лимитированные бюджеты, я рекомендую делать так, чтобы ваша реклама не показывалась в те времена, когда вам это не нужно. Вам теперь не нужно заморачиваться за удерживание 4-го спецразмещения. Яндекс.Директ будет чередовать вас постоянно на разных местах. На 2-м, на 3-м, на 4-м, если вы будете даже держать себе 75% ставок. И в случае дикой конкуренции вы просто на эти 25% показов у вас не будет. Но также следует знать, что вы можете получить и большее значение процента показов. Как это сделать? Не забывайте про расширение. Делайте быстрые ссылки, делайте описание к быстрым ссылкам, не забывайте про уточнение, никогда не забывайте про визитку, которую нужно заполнить в вашем текстовом объявлении. Когда ваша компания проработала значительный период времени, я рекомендую отработать на ручных ставках 28 дней. Можно перейти уже к автоматическим ставкам и настраивать автоматический таргетинг. Почему важно знать цифру 28 дней? Для Яндекс.Директ первые 28 дней собирает статистику по вашей компании. При фиксированных условиях таргетинга он делает прогнозируемую ставку для вашей компании для того дня недели, который приходился в прошлом. Да ладно! То есть, если вы хотите во вторник посмотреть актуальную ставку, она будет актуальна согласно прогнозу для вашего прошлого вторника. Она не берется от балды. То есть, если вы только запустили кампанию, ставки будут высоки. Поэтому, чтобы у вас была хорошая статистика, я рекомендую в первую очередь выставить таргетинг на 75% трафика по основным ключам, не выше порохового значения, которое вы не можете, допустим, себе позволить. Как это рассчитать, я рассказывал в прошлом видео. И прокрутить рекламу в течение 7-14 дней, чтобы статистика на каждый день была актуальна. В первую очередь, не забывайте делать следующие вещи. Ни в коем случае не делайте так, чтобы ваша реклама останавливалась. Если ваша реклама в этот момент останавливается в случае отсутствия средств, ваша рекламная кампания перестает собирать правильную статистику и теряет эффективность. И прогноз ставок, соответственно, не уменьшается, а только увеличивается. Также используйте в первую очередь дополнительные релевантные фразы на момент раскрутки вашей кампании. Вы можете выставить небольшой процент, в частности 10% для ДРФ, либо дополнительных релевантных фраз, и собирать статистику по ним тоже. Некоторые фразы, которые вам дадут конверсии, можно потом будет добавить в основную контекстную кампанию. Ну и в-третьих, следите за CTR. Если CTR отдельных объявлений ниже 10%, я рекомендую в первую очередь быстро модифицировать текста объявлений. Если ваше объявление не продает, значит его не кликают. После того, как ваша компания набрала статистику, вы можете воспользоваться автоматическими настройками ставок. Вы можете настроить как плату за среднюю стоимость клика, либо за среднюю стоимость конверсии, либо за возврат инвестиций, если вы настроили электронную торговлю, либо ваша Яндекс.Метрика передает стоимость цели для Яндекс.Директ. Следует также знать, что Яндекс.Директ позволяет корректировать ставки для целевой аудитории. Вы можете сделать так, чтобы пользователи, которые, например, посещали ваш сайт, но не достигли конверсии, например, зашли в корзину, но заказ не оформили,
видели вашу рекламу на более высоких позициях. Для этого воспользуйтесь корректировкой ставок. Создайте сегмент в Яндекс.Метрике, выберите соответствующие настройки и настройте таргетинг на этот сегмент. В частности, усильте процент ставки согласно того, как я указал на скрине. Также начинающим рекламодателям, которые только-только вышли на рынок, Яндекс.Директ будет полезен тем, что вы можете создать визитку, не заморачиваясь с регистрациями на картах. Просто пропишите визитку в объявлении Яндекс.Директ, ваш телефон, ваш адрес, и система Яндекс.Директа подберет таргетинг в точности до метро и укажет вас на карте. Но я рекомендую также и зарегистрироваться в Яндекс.Справочнике, чтобы ваш таргетинг был более точным. Мы замечаем, что те компании, которые присутствуют в Яндекс.Справочнике и делают ту же самую визитку в Яндекс.Директе, получают более высокие позиции. Да, и очень важно, не забывайте про Яндекс.Метрику. Настраивайте цели в Яндекс.Метрике. Сделайте связку Яндекс.Метрики с Яндекс.Директом ваших компаний. Для каждой компании вы можете указать свой счетчик. Нет в этом никакой трудности. Перейдем к рекламной сети Яндекса. Какие особенности могут быть здесь? В первую очередь, в Яндекс.Директе в RSA не используются минус-слова. Почему? Потому что принцип показа другой. Система под ключевые слова подбирает площадки. И в зависимости от ключевого слова она выбирает из своей базы площадок наиболее релевантные. Если ваши минус-слова будут использоваться в поисковом запросе, возможно, нормальные площадки выбраны не будут. Но для таргетинга в RSA используются минус-площадки. Вы можете отсечь те площадки, которые вам не нужны, заранее перед настройкой контекстной рекламы. Этот список площадок вы можете взять здесь. Если вы настраиваете поисковую кампанию, вы можете воспользоваться функцией подстановки. Да, я уточняю, только для поисковой кампании. Для рекламной сети Яндекса функция подстановки не рекомендуется. Функция подстановки работает простым способом. Вы берете в решетки те ключевые слова, которые нужно заменять в заголовке. Вы можете использовать подстановку в заголовок объявления, в описании объявления, либо во второй заголовок. Да, это жестко. При настройке поисковой кампании следует использовать функцию переминусовки. Что это такое? Если у вас есть запрос «Купить iPhone» и «Купить iPhone 7», то для Яндекса это одинаковые запросы, которые будут конкурировать друг с другом. Поэтому в случае первого варианта нам нужно купить iPhone, добавить минус-слово «минус 7». В таком случае наша реклама не будет показываться по запросу «Купить iPhone 7» по первому ключевому слову, а будет показываться только по второму. Переминусовку сделать очень просто. Для этого просто зайдите в настройки Директ Командера такого приложения, либо в настройки Яндекс.Директ вашей группы объявлений и воспользуйтесь функцией «Сгруппировать ключевые слова». Из того, что вам нужно знать по поводу ключевых слов в RSA, я рекомендую следующее. Используйте все возможные информационные запросы. Используйте ключевые слова с высоким трафиком. Используйте те ключевые слова, по которым точно выводятся в выдаче ваши сайты. Также в RSA используйте больше синонимов. Чем больше синонимов по вашей тематике вы сможете зацепить, тем лучше. И очень важно, обращайте внимание на процент показов по ключевому слову. При заливке вашей кампании можете увидеть, что процент показов по ключевым словам будет 0. Такие слова можно просто удалять и добавляйте туда другие. Также в настройке RSA переминусовку делать категорически запрещено. Причина я рассказывал по принципам работы. Яндекс.Директ не использует в RSA минус-слова. Минус-слова в RSA все-таки используют не так часто и только по одной причине. Если в случае вашего ключевого слова выдача может отличаться. В частности, мы брали слово «Киев». Если вы собираете тематику по бильярду, слово «Киев» будет совместимо со словом «Киев». Поэтому здесь очень важно отсечь все геозависимые запросы, либо сузить запросы, где слово «Киев» встречается. Третья особенность настройки ключевых слов в RSA – это отсутствие других типов соответствия, кроме широкого. Да, нельзя использовать ни фразовое, ни точное. Причина – это поисковые запросы, которые используются для сортировки выдачи. Гениально. И мы переходим к самой интересной настройке рекламной сети Яндекса. Это то, что ее можно настраивать не на ключевые слова. Вы можете делать настройку автотаргетингом по контенту вашего сайта, а также вы можете создать сегменты в Яндекс.Метрике и настраивать таргетинг на посетителей вашего сайта, достигших определенных целей. Это тот самый ремаркетинг.
Самый простой способ настройки ремаркетинга – это настройка на посетителей вашего сайта. Если вы хотите собирать брендовый трафик, о себе нужно напоминать. Поэтому создайте первую вашу кампанию по ремаркетингу, в которой пропишите всего одно или парочку объявлений, где будет ваш логотип и ваши условия работы. И настройте таргетинг на посетителей вашего сайта. Второй тип ремаркетинга, который мы рассмотрим, он чуть-чуть сложнее. Он больше предназначен для тех, кто начал заполнять вашу форму заявки, либо начал ложить товар в корзину, но ничего не сделал, не купил. Как это сделать? Настраиваем следующий сегмент в Яндекс.Метрике, который достиг определенной цели, но не достиг другой цели. И настраиваем рекламу под видом: «Эй, товарищ, ты забыл кое-что заполнить, купи со скидкой, вернись и заполни свой заказ». И здесь трюк сработает, потому что он будет видеть объявление до того момента, пока таки заказ не заполнит. Как только он заказ заполнит, он выпадает из этой целевой аудитории и больше ему реклама не показывается. Если вы заполните в аудиториях e-mail, вы сможете настраивать таргетинг на тех, кто даже ваш сайт не посещал, но e-mail вы получили. Как это сделать? Если вы использовали лендинги для сбора e-mailов, собрали большое количество e-mailов потенциальной аудитории по вашему бизнесу и запускаете большой проект, вы делаете RSA по таргетингу на e-mail аудиторию. И еще одна особенность, которую следует знать в RSA, это графические объявления. Они появились недавно, называются креативы. И многие пользователи их не используют. Но они очень классные, если вам нужно сделать красивый графический баннер, который не будет выглядеть так уродливо, как текстово-графический баннер с статичной картинкой. Причина: в текстово-графическом баннере они могут выглядеть по-разному, и вы не можете контролировать, как будет выглядеть каждый размер изображения. В случае создания креатива вы же создаете его сами. Вы рисуете, где, как будет находиться какой элемент. Вы можете создать картинку и загрузить ее, на которой нарисовать все ваши элементы в тех местах, которые вам нужны. Следует знать важные правила относительно картинок в креативах. И они следующие. Картинки должны быть красивыми и четкими, соответствовать по тематике тексту объявления, а логотип не должен занимать 20% площади. Также нельзя использовать никогда логотипы конкурентов, не указывать контакты в изображениях, не использовать ни в коем случае элементы поисковой системы Яндекса и также ограничивать текст на картинке. Объявления с текстом имеют меньший CTR. И в первую очередь ни в коем случае не изображайте то, что запрещено законодательством в той стране, где вы настраиваете таргетинг. Все, что касается медицинской тематики, потребует у вас присылать сертификат. А если вы используете порно-изображение, ваш аккаунт может быть заблокирован. Из дельных советов, которые мы узнали: в первую очередь используйте контрастные изображения и всегда добавляйте какие-то кнопочные элементы на свой дизайн. Что удобно, функционал креатива позволяет это сделать все и сразу. Если в текстово-графическом вам все эти элементы нужно грамотно располагать по графике, то при создании креатива у вас есть конструктор, где вы можете прописать все элементы вручную, заполнив просто соответствующие поля и выбрав соответствующий текст. Более того, это объявление будет сделано в HTML формате, и все элементы будут интерактивными. И это точно. Из новостей, которые нам подкинул Яндекс, это настройки Яндекс.Баяна. Раньше этот функционал был доступен только для рекламных агентств. И если вы были начинающим рекламодателем, вы просто не могли себя там показать. Теперь это доступно каждому. Теперь вы просто создаете эту кампанию из обычного списка. Вы выбираете компании «Баннер на поиске». Прописываете ваши самые ходовые ключевые слова, по которым вы хотите показываться, и создаете объявление в единственном формате 240 на 400. И здесь очень важно знать ключевые особенности создания таких картинок. В первую очередь, ваша картинка должна быть в рамке. Во-вторых, нельзя в наглую копировать картинки конкурентов. И в-третьих, вы можете создать картинку в формате как статичную, так и гифку. Да, если у вас есть свое мобильное приложение, вы можете с легкостью его прорекламировать в рекламных сетях Яндекса, а также в поисковой выдаче Яндекс.Директ. Просто настройте рекламу мобильных приложений, подберите ключевые слова, подберите тематику показа и, пожалуйста, получайте установки. Эй, космос!
космос, детка! В чем прелесть? Здесь не нужно настраивать конверсии, система сама считает количество показов, переходов и установок. Ну и важным нововведением, которое было сделано для больших магазинов, которые выходят на Яндекс.Маркет. Да, Яндекс.Маркет — это такая площадка, на которой удобно выходить именно интернет-магазинам. Простые сайты там не выставляются. Но если вы хотите получать дополнительные клики с поисковой выдачи и с рекламной сети Яндекса, я рекомендую использовать следующих два вида рекламы, которые предлагает Яндекс.Директ. Это реклама смарт-баннеров и динамическая реклама, которая пока еще является в формате бета. По динамической рекламе в поиске у нас получалось достигать более 30% CTR и более 15% конверсии с каждого клика. Тем самым мы выставляли очень высокие стоимости ставок, выше, чем конкуренты, и получали огромное количество заказов просто с одной компании, которая делается буквально за 10 минут. Правда, не без участия программиста. В первую очередь попросите программиста создать файл фида, который прописывается для Яндекс.Маркета. То есть это тот файл, в котором входят все ваши товары, которые есть в наличии, у которых есть актуальная цена, и в которых ссылки ведут на конкретную страницу и на конкретное изображение товара. Такой фид загружается в специальном интерфейсе, проверяется, может потребоваться логин и пароль для его подтверждения, и реклама настраивается на конкретные категории. Что это будет в итоге? Ваша компания настраивается на каждую ссылку из фида отдельно, ключевые слова подбираются согласно заголовку, а текст объявления меняется только в формате заголовок 1. Заголовок 1 вы менять не можете, он подбирается автоматически. Заголовок 2 и описание вы прописываете для каждой категории товара вручную свою. Это только кажется невероятным. То есть вы можете настроить на категорию ваших товаров. К примеру, вы продаете мобильные телефоны, для мобильных телефонов одну группу объявлений, для планшетов другую группу объявлений, для телевизоров третью группу объявлений. Функционал смарт-баннеров позволяет показывать ваши объявления в RSA в виде красивых баннеров с картинками товаров, которые могут пользователи просто перейти по клику. Также следует знать, что RSA смарт-баннеры показываются в поисковой выдаче. То есть они могут в случае товарных запросов показываться сразу рядышком под баяном. Яндекс.Директ предлагает огромные возможности для показа рекламы рекламодателю. То есть вы можете собирать трафики как с поиска, так с сетей, таргетироваться на разные виды аудиторий и собирать клики по разным методам. Вы можете настраивать таргетинг как на ключевые слова, так на интересы пользователей, также по e-mail базам, также по целям, которые не были достигнуты, либо были достигнуты на вашем сайте, что позволяет рекламодателю делать любые комбинации, а маркетологу вылавливать лучшие показатели. Изи. Очень важно работать над текстом объявлений. Делайте так, чтобы ваши текста не повторялись. Вы выражали свое УТП. Самый простой способ. Посмотрите выдачу, посмотрите, какие тексты используют ваши конкуренты. И постарайтесь изложить то, в чем вы лучше. Делайте акцент на это. Что вы предлагаете бесплатно, что вы предлагаете дешевле, какие вы даете гарантии и почему ваш товар качественнее. Если у вас остались вопросы, как непосредственно настраивается Яндекс.Директ, пошагово вы можете почитать в нашей большой статье, где я рассказываю все от сбора ключевых слов до заливки объявлений. В этом же видео я постарался рассказать самые важные моменты, которые следует знать рекламодателю. В следующем видео я расскажу, как проверить вашу компанию на качество, как отсеять ненужные ключи, как воспользоваться стандартными отчетами Яндекс.Директа, чтобы выловить недостающую семантику и убрать ненужные ключи, и многое другое. Оставляйте комментарии, нажимайте на колокольчик и до новых встреч! Всем привет! Я рекомендую понять, как настраивается стоимость, не знаю, как она настраивается, но в общем как-то настраивается. Поэтому я рекомендую воспользоваться настройками ручной автоматизации. Нет, не ручной.